Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у нас вот такая красивая шаль бактус таким вот узором, квадратиками или ромбиками. У меня завалялось 100 грамм пряжи, и я решила взять ее и использовать. Вот весь моточек, сколько есть, столько и связала. Вот схема. Здорово, что она у нас есть. И мы сегодня ее разберем. Как вяжется. Очень несложная, достаточно симпатичная шаль. Будем готовиться к осени, да? Что нам понадобится? Так как пряжа очень темная, остаточки я буду показывать на другой. Вот у меня слонимская пряжа. Наша задача: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 воздушных петель набрать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем накид. И наша задача: 1, 2, 3. В третью от конца воздушную петельку провязать столбик с одним накидом. Теперь пышный столбик. Пышный столбик будет состоять из 3 столбиков. 1, 2 и 3. Теперь провязываем вместе и в последний столбик, последнюю петлю вяжем столбик с одним накидом. Вот, завершаем вязание 2 воздушные петельки и столбик в эту же последнюю петлю, столбик с 2 накидами. Завершать мы будем всегда 2 воздушные петли и столбик с 2 накидами. Так же, как и начинать. Начинать будем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание. И теперь 6 воздушных петель в столбик. Провязываем столбик с одним накидом. Вот такая петелька у нас всегда должна быть. И в самом начале, как и в самом конце, надо запомнить, что у нас будет идти за вот эту арочку всегда пышный столбик. 6 воздушных петель связали всегда и всегда. И сразу пышный столбик. Вот он у нас. Провязали. Следующий столбик, вот он. Вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петельки. Пропускаем пышный столбик и в столбик вяжем столбик. То есть у нас узор будет состоять из клеточек и пышных столбиков. Столбик провязали и пышный столбик. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Четвертую петельку вяжем столбик с одним накидом. То есть мы провязали точно такой узор в самом начале и в самом конце. Столбик, пышный столбик. Такая вот клеточка. 2 воздушные петли, накид, и в эту же петлю, в которую мы вязали столбик, провязываем столбик с 2 накидами. То есть вот такое вот у нас должно быть начало. Опять провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это мы помним. В самое начало столбик с одним накидом. И уже не задумываясь, пышный столбик. То есть вот это просто должно в голове отложиться. Пышный столбик. Провязали. И по ходу движения столбик провязываем как столбик. 2 воздушные петельки. Клеточка. У нас была 1 клеточка, теперь будет 2 клеточка. И еще 2 воздушные петли и столбик 3. Вот так вот. По схеме это выглядит вот таким образом. Провязали 6 воздушных петель, столбик, пышный столбик, столбик с одним накидом. 1, 2, 3 клеточки, пышный столбик и завершающий такой вот треугольничек. То есть все вязание достаточно однотипное, очень легко запоминается и красиво смотрится.
Поэтому предлагаю взять на вооружение, задействовать остаточки. Провязали 1, 2, 3. 4-ю воздушную петельку заканчиваем столбиком. 2 воздушные петельки, столбик с 2 накидами, и в это же место вкалывания столбик с 2 накидами, как завершающий элемент. Вот такой треугольничек у нас с вами получается симпатичный. Опять 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание, вяжем столбик в первый столбик и пышный столбик. То есть здесь мы уже с вами все помним. 1, 2, 3. Легко запоминается наш узор. И столбик обязательно тоже довязываем. Теперь наша задача провязать 5 таких клеточек. 2 воздушные петли и столбик с 1 накидом. 2 воздушные петли. Я бы назвала это филейными квадратиками. Две воздушные петельки, столбик. Довязываем первый элемент. Вот он у нас такого плана. 5 окошечек и пышные столбики по бокам. 3 провязали в петельку столбик с накидом, 2 воздушные и столбик с 2 накидами. Вот мы провязали с вами раппорт одного узора. Теперь после того, как у нас образовалось 5 окошечек, наша задача начать вязать увеличение, во-первых, и во-вторых, еще раз такой вот раппорт узора. Мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, как и было. В первый столбик, столбик, пышный столбик, ничего не меняем. Все как было, так у нас остается. Столбик, 2 воздушные петельки и столбик. Теперь наша задача пышный столбик провязать. 1. Это у нас будет как завершающий квадрат, ромб, так и начало нового. Вот мы начинали с одного окошечка, вот оно у нас. Вот. Теперь у нас вот этот элемент будет повторяться в самом начале и в самом конце. Будет одно окошечко, 3, 5. А по центру, где у нас было 5 окошечек, мы будем вязать ромб, уменьшая количество квадратиков. Было 5, станет 3. Вот такой принцип. Новый ромб начинаем вязать, а старый ромб уменьшаем вязать. Вот такой принцип. Очень легко запоминается. Вот 3, пышный столбик, 1, 2, 3, 2 воздушные петельки, столбик и пышный столбик. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Столбик, 2 воздушные, столбик с 2 накидами, 6 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание, столбик, пышный столбик, 1, 2, 3, столбик. Теперь у нас будет окошечко, 2 воздушные петельки, 1, у нас окошечко, 2 воздушные петли, 2 окошечко, 2 воздушные петли, 3 окошечко. И наша задача пышный столбик. То есть мы фрагмент, который уже вязали, вяжем еще разочек, только уже в двойном размере в начале и в конце. А в серединке наш ромбик уменьшается.
мы провязали пышный столбик, 2 воздушные петельки, столбик, и наш второй фрагмент, вот он, тоже также довязываем, то есть вяжем пышный столбик. 1, 2, 3. Вот так вот. То есть мы завершаем такой вот ромбик, и в то же время у нас вяжется еще один в самом начале и один в самом конце. Филейные квадратики, то есть просто пустые клеточки. И в самом конце пышный столбик. 1, 2, 3. Столбик, 2 воздушные, столбик с 2 накидами, 6 воздушных петелечек. Вот что у нас уже получается, вот такая красота. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик, пышный столбик. Тут мы уже все точно знаем в самом конце и в самом начале. Не задумываясь, провязываем пышный столбик и по краям от него столбик. В начале и в конце. Теперь 2 воздушные. Раз у нас 3 клеточки, а должно быть 5, значит мы вяжем 5. Вот так быстро мы уже связали второй элемент основного узора. Клеточки, клеточки. И последняя, 5-я клеточка в этом узоре. И между пышными столбиками мы завершаем ромб самого нижнего узора. То есть мы довязываем пышный столбик и получаем вот такой вот ромбик первого узора. А второй и третий у нас уже почти на подходе. 2 воздушные петельки. Довязываем наши клеточки. Вяжутся они очень просто. 2 воздушные петли и столбик с 1 накидом. 1, 2. И пышный столбик как завершающий элемент этого ряда. Столбик, 2 воздушные, столбик с 2 накидами. Вот уже вырисовывается принцип вязания, тенденция, и нам остается только повторить. Вот у нас с вами 5 клеточек и 5. Как только у нас 5 клеточек, мы начинаем вязание нового узора. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание. Столбик. Сразу вяжется пышный. И когда у нас 5 клеточек образовалось, наша задача начинать вязать новый узор. Это значит 2 воздушные петли и еще 1 пышный столбик. Вот. То есть только 5 есть, значит наша задача вязать уменьшение узора и увеличение по бокам. Вот опять мы начинаем. Там, где было 5, у нас будет 3. И по бокам пышный столбик и пышный столбик. То есть здесь все очень предсказуемо, все легко запоминается. Я думаю, что у вас все обязательно получится. Попробуйте. Схема простая. Мы ее с вами разобрали. 3 клеточки. То есть идет уменьшение, да, у нас. И новый набор. Пышный столбик. Столбик с 1 накидом.
одна пустая клеточка и опять пышный столбик. То есть мы с вами по центру начинаем вязать, а по бокам начинаем завершение нашего ромба. Вот. У нас будет в центре, в самом начале и в самом конце начало узора. И вот такая красота. Я думаю, что получится узорчик простой, но тем не менее достаточно симпатичный. Вязать легко, приятно. Расширение хорошее. То есть часто бывает расширение не очень, а здесь расширение хорошее, и оно легко, его легко повторить. Вот что мы сейчас с вами сделали. Мы с вами начали вязать новый треугольничек. Здесь мы ромб уменьшаем. Опять новый, уменьшаем и новый. И с каждым следующем узоре у нас в самом начале мы будем всегда вязать пышный столбик и новый узор. У вас получится просто по ходу вязания, когда вы будете вязать. Один ромб начинается, остальные заканчиваются. Вот. И еще я хотела показать обвязку, да? Обвязка у меня есть на YouTube плейлист. Плейлист шали и бактусы. 2 воздушные петельки. Мне очень нравится обвязка петли Соломона. Допустим, связали вы необходимой длины шаль, и наша задача обвязать. Мы разворачиваем тем полем, которое уже связали, уголочком, и вытягиваем ниточку. Вот так вытянули. И 2. Пропускаем треугольничек и провязываем. И вот таким образом можно связать 2-3 рядочка петель Соломона. Этот узор у меня есть, он прям отдельно выделен. Поищите на YouTube. В Яндексе он тоже есть, просто нужно листать. В Яндексе неудобно, что нет плейлистов, сложно находить. И мне в том числе тоже сложно, но листайте, там есть абсолютно все работы. Вот мы дошли до центра, ровно в центр вкалываем. Или даже, знаете, или даже вот так мы сделаем. Без пропусков, чтобы уголочек выделить. Провяжем петля Соломона и петля Соломона. А теперь по центру вот так вот сделаем. И еще петля Соломона. То есть немножечко там, где у нас будет уголочек, почистим. Сделаем чаще. Вот так вот. Раз и 2. Да, нитки у меня с уже распущенной работы, поэтому волняться. Петли Соломона вязать, конечно, лучше с хорошей пряжи, которая у вас. Пропускаем треугольничек. Еще не была задействована. Вот. Ну, я показываю принцип вязания с тех ниточек, которые у меня оказались рядышком и посветлее, чем моя основная работа. На темных нитках очень плохо видно. Я почему довязываю, я хочу показать. Допустим, вы связали несколько рядочков и завершающий ряд петель Соломона. Вот. Завершающий ряд, смотрите, каким образом вяжется. Вот нам нужно довязать и перейти на следующий ряд. Мы вяжем одну петлю Соломона, а вторая петля Соломона у нас будет такая ложная. То есть вот так вытягиваем для того, чтобы оказаться в центре вот, из 2 петель и начинать вязание заново. Вот так вот бочок вяжется в обвязке. Разворачиваем и вяжем дальше. Наша задача образовать ромб.
ложную петлю связали в самом конце, внизу 2 петли оставили, сверху 2 связали. Вот так классика, вот этот ромб обвязки. Связали 2-3 рядочка петель Соломона. Но это я к тому, если вам будет лень искать, я делала подробный мастер-класс, и вы решили завершить вязание. Вот. Тогда одну петлю Соломона связали и вяжем шишечку. 1, 2, 3, 4, допустим. В центр петли Соломона 1 столбик с 2 накидами, 2, 3. Провязали все вместе. И 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Шишечка. Петля Соломона. То есть это я вам показываю последний ряд. Петлями Соломона можно обвязать любую шальку, несколько рядочков. И потом, как завершающий ряд, вот такую шишечку. Она всегда хорошо смотрится. Вот. Всегда классно смотрится. И опять петля Соломона, шишечка. Петля Соломона, шишечка. И у вас получится вот такая обвязка. У меня очень много работ. Я вот так обвязываю, и всегда красиво смотрится. Вот. Это как один из вариантов обвязки. Второй вариант обвязки у нас есть на схеме. Нам предлагают просто-напросто обвязать воздушными петельками. 5 воздушных петель, видите, и столбик без накида. Да, столбик без накида. За каждый треугольничек. То есть можно обвязать просто вот как показано на схеме. И у вас будет очень красивая работа. Надеюсь, ролик вам понравится. Надеюсь, он будет полезным. Небольшая обвязка и красивая шаль. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на YouTube, Яндекс.Дзен, Telegram и другие мои каналы для того, чтобы бесплатно смотреть видео мастер-классы. Впереди очень много интересного. Предлагаю присоединиться. Обязательно пишите комментарии. До новых встреч!